Здравствуйте, меня зовут Игорь Петрушихин, компания «Каминные печи Айва». Вчера мы разговаривали с нашим клиентом о запуске работ по камину. Говорили о том, что нужно начинать с разработки дизайна, после его утверждения подготовить рабочую документацию, спецификацию, смету и уже на основании этой окончательной сметы произвести закупку материалов и начать выполнение работ на основании рабочей документации. Клиент сказал, что дизайн ему не нужен, а всю рабочку мы можем подготовить и без дизайна. Этот случай натолкнул нас на идею о том, чтобы снять видео о том, как мы разрабатываем дизайны и почему считаем разработку дизайна камина или печи очень важной и неотъемлемой частью всего процесса. Для начала давайте рассмотрим, с какой задачей к нам приходят клиенты. Как правило, это три типа постановки задачи. В первом случае у клиента есть дизайн его помещения, в котором нарисован камин. Также иногда бывает доступна планировка, на которой отображен дымоход, и расположение камина с общими габаритами, на основании чего мы можем сделать расчеты. Второй случай — это когда у клиента нет ничего, но он четко понимает, что хочет получить в конечном итоге, и в качестве примера показывает картинки, как правило, скачанные из интернета. Очень часто бывает такое, что на одной картинке ему нравится один элемент, на второй другой, на третий и так далее. Третий случай — это когда клиент просто понимает, что он хочет камин, но что конкретно он хочет и как это будет выглядеть, представления пока нет. На самом деле бывают совершенно разные случаи. Например, на прошлой неделе к нам обратился клиент, у которого уже подготовлена модель камина в SketchUp. Вне зависимости от уровня постановки задачи, мы начинаем работы с проектирования камина. Основное правило, которым мы руководствуемся при разработке дизайна камина, это то, что камин должен быть максимально функционален. Мы не сторонники делать дизайн ради дизайна. Мы оформляем каминную топку, дымоход и корпус камина, исходя из максимальной функциональности конечной конструкции. Именно поэтому дизайн камина или печи начинается с их моделирования. Сначала мы воссоздаем здание, в котором будет находиться камин, со всеми конструктивными элементами, такими как балками перекрытия и стропильной системой. Затем мы выставляем модель дымохода, в точности так, как он будет в дальнейшем стоять в этом помещении. Это позволяет нам определить то, как дымоход будет проходить через балки и стропила. Устанавливаем каминную топку и подключаем ее к дымоходу. Обратите внимание на то, что для моделирования своих конструкций мы используем модели с точными размерами. Некоторые из них мы получаем у производителей, но большинство мы воссоздаем сами на основании точных чертежей. Итак, двигаемся далее. Если в конструкции камина предполагается металлический каркас, как в этом примере, мы моделируем его. В этом камине мы сделали удлинение ревизионного отверстия, точнее ревизионной рамки дымохода, для того, чтобы разместить дверцу доступа к ревизии дымохода на внешней стенке камина без ее углубления. После того, как у нас выставлен дымоход, каминная топка, металлическая конструкция, мы начинаем моделировать корпус камина. Нижнюю часть корпуса камина и декоративные элементы, как правило, мы делаем из газобетона. А основную часть корпуса, которая подвергается воздействию тепла от топки, мы стараемся делать из материала, способного нагреваться и накапливать тепло от каминной топки. В данном случае это печной шамот. В модели учитываются воздуховоды, через которые горячий воздух будет поступать в помещение на втором этаже, а также декоративные полки, закрывающие дымоход. Для того, чтобы понять точные габаритные размеры конструкции, нам важно учитывать все материалы, используемые в конструкции камина. И на стадии моделирования мы закладываем даже изоляцию, которую в конечном итоге с внешней стороны видно не будет. Но такая детализация нам необходима для того, чтобы четко понять, как будет в конечном итоге выглядеть камин. После того, как внутренняя часть камина смоделирована, мы выставляем стены корпуса камина с учетом толщин используемых материалов и необходимых расстояний от каминной топки до внутренней поверхности корпуса камина. Модель камина удобна тем, что ее можно в любой момент разобрать, и посмотреть, что находится внутри, условно. Это очень удобно при постановке задачи монтажной бригаде, а также это удобно при согласовании дизайна с нашими заказчиками и аргументации тех или иных приемов
в конечной форме камина. Как я говорил в начале этого видео, мы не сторонники делать дизайн ради дизайна. И когда мы построили модель этого камина, мы вместе с заказчиком приняли решение, что нижняя часть камина не должна быть такой большой, потому что это просто нефункционально. И, соответственно, решили сократить ее. Ну а после того, как у нас готова модель камина, мы начинаем делать сам дизайн, который по сути заключается в том, чтобы текстурировать полученную модель, подобрать наиболее оптимальные цвета и выбрать облицовочные материалы. Если вам нужен проект камина, обращайтесь к нам. Наши контакты вы найдете на сайте www.alma.ru. Если у вас есть вопросы ко мне, пишите на мой email igorь@petrushihin.ru. Хочу обратить ваше внимание, что мы занимаемся не только проектированием каминов, но и выполняем работы по нашим проектам с нуля под ключ. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Мы постоянно выкладываем новые видео, связанные с каминными печами. Если вы в первый раз смотрите наши видео, рекомендую зайти на наш канал и посмотреть другие ролики. Там много полезной информации о каминах, печах и дымоходах, которые вы сможете использовать при строительстве своих конструкций. Меня зовут Игорь Петрушихин, компания «Камин и печь Альма». До встречи!